Всем привет, друзья, меня зовут Ярослав, это канал Zloy, Kott, и это The Outer Worlds. Продолжаем. Мы в прошлом миссии выполнили задание по доставке лекарств типу, и, соответственно, запросили с него оставшийся долг, который нам требовался для другого задания. Так, у нас осталось погребальную пошлину с Конрада собрать. Держит парикмахер. Пошлина ему не по карману, возможно, об этом стоит сказать Сайлосу. Кто из вас Сайлос? Ну, скорее всего, я так понимаю, он за пределами. Пойдем сообщим ему, что этому парикмахеру... У парикмахера нет денег просто. Может, простит его. Ну, скорее всего, я думаю, нам скажут за него заплатить. С одной стороны, почему нет, как бы, ну, несложно, не впадло. Так, еще бы найти, куда здесь идти правильнее. А мы туда, кстати, переместиться не можем. Надо было вот просто через этот выход идти, да и все. Я не через тот выход пошел. Не, мир здесь, конечно, безумно красиво выглядит. Кстати, не могу в гробах что-нибудь покопаться, нет? Было бы неплохо. Может быть, там какой-нибудь наш супер лут. Так, погнали. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. А по поводу ваших пошлин. You run into any trouble? Он говорит, что не сможет заплатить. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners, skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Компромат. Ну серьезно, да простил бы ты его. That's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. Господи, да забил бы ты хер, блин. Так. Ну что, давай деньги. What can I do for you? Go ahead. Окей, я вас понял. Как там у нас по заданию? Сайлос предложил поискать в парикмахерской что-нибудь, что может повлиять на Конрада. Типа компромат, да? У него есть модификации хорошие, ну, лежат в сумке. Компромат. Секретарь застрелился. Это очень плохо. Компания назовет это прямо. Уничтожение собственности. Просто космоса. Это нас разорит. Пришла мысль продать его зубы. У Юджина был полный рот золотых зубов. С полученных битов заплатим за тело, там будет лучше. Господи. Ну, вот тебе и компромат. Так, а для нас чего-нибудь полезного или больше ничего нету, да? Стоп, это он грохнул своего вот этого напарника из переписки, что ли? Чего? What can I do for you? Такой компромат, конечно. Зашел в соседнюю комнату, как бы, и это... Так, почему мне отдать его зубы в залог погребальной You know платы? about Eugene? How?
Нашел письмо. Нашел письмо Ben, просто в you соседней know комнате. Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Думаю, скучать он по ней не будет, да? That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Выкопать его тело, вырвать пару зубов в счет моей погребальной платы. Но думаю, вам придется это сделать. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Так, необходимые документы, заверенные моей личностью, подписи так долговая расписка. Говорят, Юджин покончил с собой. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of Много medicine. лекарств. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause Oh, да. psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Горожанам не пришлось проплатить. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Ну, окей, мы, считай, 2 зайцев убили, выяснили, почему он погиб, и получили плату вот эту. Пошли отдадим. Something I can do for you? Так, нам надо поговорить о Юджине. Yeah? What about him? Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Let me know if you Мародеры, find что ли, anything. действительно. Yeah? Понятно. Все равно на нем задание осталось. Почему? Что-то я Something I can do for you? не сделал. You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Так, мне ради вас пришлось отложить свои дела. Ну да. And I'll buy you a drink sometime. Чё, обалдел?
Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Конечно. Убирайся, Abernathy пытался was скрыть. sick with the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? Да, я думаю, все. Так, что у нас получается? Разберитесь с механическим разведчиком. Сначала выполним побочки, чтобы они нам не мешали. И будем отталкиваться от этого. Так. 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 И чё? И почему метка сюда же стоит? Людвиг доложил, что чуть севернее посадочной площадки замечен передовой разведчик из механической армии. Предложил он в качестве проверки боем уничтожить разведчика. Севернее посадочной площадки. Почему метка-то на город стоит? Посадочная площадка у нас вообще вот. Надо найти его. Может даже обойти все придется. Ну да. Так, что-то есть. Отлично. Патроны. Он что, братанов позвал, что ли? Ну да. Вроде все. Так, пошли искать этого механического дурака. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Что у тебя Damage сломалось? to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice. Designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. И что с ним сделать надо тогда? Разберитесь с механическим оружием. Уничтожить его надо. Понятно, он же ничего не сделал. Давай залутаемся так предварительно. Потому что на шум наверняка прибегут еще. Какие-нибудь ребятки. У него пушка есть.
И он нам будет ломать лицо наверняка ведь, да? Пока он нас не увидел. Увидел. Но поздно. Так, это мы сделали, получается. Тут ящик большой есть. Так, это мы берем, это берем. Патроны, еда. Патроны, еда. В туалете ничего. Так, и вернитесь к Людвигу. У нас задача опять. Ну, где мы? Ну, отепнемся. Все равно у посадочной площадки. Как раз. Так. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Gotta use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Уборная в буфете. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Неплохо. Так, навыки давай раскидаем быренько. Опять 10 очков у нас, понятно. 3 очка на бой. 3 на общение. 3 сюда. И на лидерство. Так, по способностям что у нас? Что у нас есть? Значит, здоровье, шкала замедления, снос оружия, брони, дешевле, самое это. Давай сейчас грузоподъемность возьмем пока. Так, сверток Людвига. Ага. Something got you down? Nothing. You read the latest report? Only the part that's in her photos. Так. Поднять. А что там за свиток-то?
Господи, это опять бежать. Туда к нему, ну, не тэпнуться, потому что мы и так буквально в точке телепортации находимся. Как бы недалеко. Бля. Хорошо, что они спать не ходят, как там в том же Скайриме и так далее. Bring us honor, soldier. Угу. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Угу. Что я I там need найду? you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Так, мне нужно, чтобы достал нам мозг машины. Логический модуль. Как достать? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. Исправный модуль найти. You're going to have to find an intact model somehow. Звучит просто. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Go on. Окей. Так, это нам, получается, надо будет... Где задание от него? Давай посмотрим. Поговорить с Ридом. Пароль надо взять. Так, наверх, к этому. Это главный здесь, который. Угу. Поехали. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Так. Да, я подожду, пока вы закончите. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Давай представимся. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Да, я не работаю. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Да, я ищу регулятор мощности, да, то, что нам Only надо. regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one.
And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Так, да, я весь внимание. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Neither do I. The fault was entirely mine. I pushed them too hard. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Так. А как я узнаю? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented. Вот первого напарника нам дадут сейчас. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Отлично, у нас появился первый напарник. Ну, напарники обеспечивают поддержку, улучшают ваши навыки, увеличивают грузоподъемность. Можно открывать особые боевые умения. Отлично. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. И я думаю, на этом мы закончим эту серию. Спасибо большое за просмотр. Оставляйте комментарии. Все комментарии читаются, я на них отвечаю. Если видео понравилось, поставьте лайк. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока.